Всем привет! С вами снова я, Наталья Зайдль. Вот уже несколько дней я нахожусь в частной деловой поездке вдали от дома, а руки мои так и чешутся. Хозяева дома, приютившие меня, увидели мои страдания и любезно предоставили мне швейную машинку и старые мужские брюки. Сегодня я буду шить косметичку, в которой ничего не теряется, и подарю ее хозяйке. Начнем! Как вы видите, брюки растерзать я уже успела и вырезала 4 детали в виде трапеций. Размер этих у меня получился: здесь 16 сантиметров, здесь 21 сантиметр и по высоте 24 сантиметра. Но вы можете сделать их другого размера, больше или меньше. В качестве подкладки мне достался лоскут красивого перового тика. Чем богаты, тем и рады. Из него мне надо будет вырезать такие же детали, точно такого же размера. Детали верха я стачаю следующим образом. Здесь по центру я выполню строчку полностью. Вот по этим двум срезам, отступая сверху 2 сантиметра, я оставлю по 1 сантиметру открытые участки, через которые будет вдеваться шнур и затягиваться косметичка. Припуски на швы все я разутюжу. В 3 местах я стачала. Здесь я оставила открытые участочки под шнурок, как планировала. И эти срезы я стачивать не стала, поскольку я здесь буду декорировать. В хозяйстве нашлась вот такая толстая белая нить. Ну и само собой напрашивается темно-синяя ткань, белая нить, классическая вышивка сашико. Про машинную вышивку японских узоров у меня есть несколько видео, но есть пара узоров, которые лучше делать вручную. Они простые, вышиваются быстро и смотрятся очень даже неплохо. После этого я уже вот эти срезы стачаю. Сейчас я нарисую сетку и по ней буду вышивать. Сейчас я нахожусь в процессе вышивки узора на второй детали. И узор я выбрала немножко попроще, чем первый, потому что на первый у меня ушло, ну, вообще прилично времени. Вот. Когда я его доделаю, здесь вот нитка очень толстая, ткань очень плотная, поэтому тут надо прилагать небольшое усилие. На этой детали я вышью точно такой же узор, и здесь я вышью вот этот. Вышивку сашико я уже закончила, вот так это выглядит. Сейчас я стачаю вот этот последний срез и отложу пока верх косметички в сторону и займусь сборкой подкладки. Детали подкладки я уже тоже выкроила. И прежде чем стачивать боковые срезы, я выполню на одной детали карманчик. Вот здесь вот у меня есть такая полосочка. Я здесь сделаю подгиб, притачаю по низу, ну и прихвачу здесь по краям. И на второй детали я выполню такие держатели для кисточек. Вот у меня есть резиночка здесь. Я тоже здесь сделаю строчки
И по низу то же самое сделаю. Подкладку я выполнила, и смотрите, что получилось. С одной стороны у меня кармашки, вот здесь вот, ну, ватные пады положить, палочки ватные, еще что-то. И с противоположной стороны вот такие держатели для кисточек. Хочу заметить, что вот это место, да, где сужается, это будет низ косметички. Там, где пошире, это будет верх косметички. Сейчас я это выверну. Припуски на швы я все разутюжила. Вложу туда верх косметички. Совмещу вот эти швы все, да. Вот 4 у меня их здесь получается. И стачаю по кругу верхние срезы. Верхний срез я стачала. Теперь все выворачиваем так, как оно должно быть. Вот что получается. И сейчас я опять поработаю иголкой с ниткой вручную. Я в этом месте зафиксирую, проложу строчку вперед иголку, не строчку даже, а шов вперед иголку вручную, да, чтобы подкладка не выгибалась вот здесь в этом месте. Здесь все припуски я вот таким же образом вручную также зафиксирую, то есть я по сути буду стегать, простегивать насквозь. И здесь я также швом вперед иголку сделаю 2, ну если можно так сказать, строчки, да, сформирую кулиску, куда я буду продергивать шнурок. И затем я уже буду заниматься дном. Стегать я закончила. Плотный перовый тик, плотная синяя ткань, толстая игла и нить заставили меня использовать местами плоскогубцы. Ну, вы видели. Зато без использования флизелина или других уплотняющих материалов, которых у меня нет под рукой, я добилась того, что подкладка и припуски надежно зафиксированы, а само полотно достаточно хорошо держит форму. Сейчас можно будет делать дно. Оно будет круглое. Для этого нужно измерить низ по кругу. Таким образом я это сделаю. У меня получается 58,5 сантиметров. Это длина окружности. Теперь по формуле я рассчитаю диаметр круга. У меня получилось 9,3 сантиметра. Добавлю припуск на шов 7 миллиметров, то есть округлю до 10 сантиметров. И буду чертить круг. Циркуля у меня, естественно, тоже нет, поэтому сделаю я это старым дедовским методом. Я вырезала дно из синей ткани, из перового тика. И поменьше круг, также из темно-синей ткани, он у меня будет служить уплотнителем, поскольку, опять же, повторюсь, флизелина у меня нет, и никаких уплотняющих материалов у меня нет. Я его сюда вот так вот проложу и простегаю на машинке. Что-то фигурное или на руках я уже стегать не буду. Я простегаю вот вдоль и поперек прямыми линиями на расстоянии, ну, может быть, 0,5-0,7 сантиметров. Сейчас посмотрю, как получится. Донышко я простегала. У меня получился 1 сантиметр между линиями. И оно получилось такое достаточно плотненькое.
Портновских булавок или иголок здесь нет, поэтому мне придется его сюда приметать. Я его сюда приметаю по кругу, да, ну вот так вот вметаю. Затем проложу строчку, стачаю срезы. И срезы эти открытые я обработаю косой бейкой. Вот нашелся совсем маленький кусочек, я померила, его хватит. Она не совсем подходит по цвету, но ничего страшного. Как вы уже поняли, эта косметичка получается вот из того, что есть под рукой. Дно я вточала и срезы обработала косой бейкой. Сейчас вывернем, посмотрим, что получилось. Получился вот такой мешочек с расширением наверху. Вот так внутри это все выглядит. Сейчас мне нужно будет вставить сюда 2 шнурочка, и на этом косметичка будет готова. Но шнурков здесь не оказалось, зато я нашла крючок, вот такой совершенно примитивный, номер 2. И из этой толстой нити, которой я выполняла вышивку, я свяжу шнурки. Шнурки я буду вязать. Так, здесь у меня 35 сантиметров. На 2 это 70, и добавлю понемножку, да, 80. То есть мне надо будет связать 2 шнурка длиной 80 сантиметров. Сначала я выполню цепочку, а затем сделаю один ряд столбики без накида. Вы уж извините меня за свет, другой лампы здесь нет или какой-то дополнительной тоже. Мне вязать, честно говоря, тоже тяжело при таком свете. Очки я тоже свои не взяла. И крючок вот здесь он зацепляет, он здесь не совсем гладкий. Он зацепляет, конечно, неудобно, но ничего. Шнурочки готовы. Сейчас мне нужно будет их вдеть. Вдевать их, как оказалось, тоже нечем. Булавки не оказалось. Зато мне дали вот такой инструмент. Здесь вот, видите, петелька. Я вот таким образом сейчас продену. Вот без очков, да при этом свете вообще очень плохо видно. Завяжу здесь. Вот. И этот шнурочек я продену вот с этой стороны, проведу по кругу, и в это же отверстие он у меня выйдет. А другой шнурок я введу в противоположное отверстие, также по кругу, и с этой стороны он у меня выйдет. Шнурки я вдела, здесь я их завязала, ну связала, да, между собой. И вот что-то, какая-то незавершенность. Я, наверное, из этой же нити сейчас сделаю кисточки. Так, на что же мне намотать? Так, вот здесь Powerbank. Вот на него я, наверное, и наматывать буду.
Кисточки готовы, и сейчас я хочу объяснить, зачем я сделала такую форму с расширением вверху. Когда косметичка открыта, предполагается вот эту верхнюю часть вот таким образом отгибать. И здесь, смотрите, все на виду, все видно, не надо нигде там что-то рыть, ничего не потеряется. Вот оно все здесь. Здесь кисточки, здесь кармашки с какими-то принадлежностями. Все очень даже видно и можно легко найти. Вот так она затягивается. Здесь можно завязать бантик. И что я вам хочу сказать, мои дорогие девоньки и мальчики. Совсем не обязательно иметь какие-то дорогостоящие швейные машинки, навороченную фурнитуру, крутые ткани люксовые. Вот из каких-то, да, остатков какой-то перовый тик, белые нитки. Ну, здесь даже булавки не было, да, вот подручными средствами какими-то я справилась. Можно создавать вот такие красивые вещи. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения. До свидания!